Не установлена карта памяти. Фотографировать всегда нужно так, чтобы в фотоаппарате стояла карта памяти, иначе фотографии не будут записываться. Как бы при покупке фотоаппарата учтите это, имейте в виду, что обязательно должна быть флеш-карта, иначе ничего не получится. Привет, меня зовут Сережа. Я из славного города Михайлов, родом из Рязанской губернии, мне скоро 30, и я фотографирую людей, которые мне улыбаются. Когда ты понял, что надо все-таки попробовать начать фотографировать, и начал? В мои руки просто случайно попал фотоаппарат, я настроил для одного человека, но как-то ему с настройками было тяжело, а я больше вник в это, начал снимать, разбираться, интересоваться, просто погружаться максимально в эту тему. И методом тыка я понял, что это оно. Где ты живешь сейчас? Я живу в Рязани. В Рязани я с 10 года. Приехал учиться и так и остался. А куда переезжаешь? Я переезжаю в столицу. Я родился в славном городе Михайлов. Это 60 километров от Рязани. Это небольшой городок. У нас всего 10 тысяч населения. Мой папа был всю жизнь милиционером. Я жил под милицейским контролем. Вот. Мама была бухгалтером, потом стала продавцом. Короче, они сначала оба работали в органах. Детство у меня великолепно было. Меня фактически воспитывали бабушка с дедушкой. И все лето я проводил в деревне. Коровы, козы, быки. Футбол с утра до ночи, велосипед. Я помню, что бабушка, она постоянно это рассказывает. Та дорога, которая проходит мимо домов, мимо поселка. Там постоянно ездили трактора, вот, всякие комбайны здоровущие, такие красные, помнишь, с косилками. Вот, они прокапывали огромные колеи, естественно, своими огромными колесами. Вот, и когда проходил дождь, там, естественно, прям болото целое было. И мы, короче, в этом болоте возились. А прикол в том, что воды очень часто не было на поселке, и собственно, где мыть детей, когда они сидят в грязи. Вот так вот по шее. И вот он мне постоянно рассказывает, что у некоторых соседей был в огороде вкопан баллон. Ну, просто, знаешь, короче, резина от К-700, от того же. Просто борты вот так вырезали, набирали воду, и она там стояла месяц, короче, там у кого лягушки, кто туда рыб, короче, запускал. И вот нас там вот так полоскали. Вот. Да детство охеренное было. Музыкой я увлекаться начал, да, наверное, с детства. Еще, не знаю, наверное, в детском саду мне понравилась дискотека «Авария». «Русский размер», помню, такая группа была. У меня вот сейчас прям играет в голове музыка из «Русского размера», только я не помню, как это называется, эта песня, и даже слова не могу вспомнить, просто такой мотив. Короче, мне нравилось. У моего бати был катушечный магнитофон, огромный такой, не помню, как это вообще называлось. В общем, там были такие бобины с лентой, вот они ставятся с двух сторон, была такая картонная упаковка в ней. Я помню, что она у него вся такая ручка была изрисована всякими там прикольными карикатурами. И вот я малой слушал «Сектор газа», «Депеш Мод», «Мальчишник». «Мальчишник» — охеренная группа, мне в детстве она нравилась. Начал увлекаться электронной музыкой еще в школе. Ко мне попала замечательная программа FL Studio, на которой сейчас весь мир сидит. И тогда пробовать начал что-то там создавать свое, писать. А потом уже, будучи юношей, начал собирать группу, создавать, писать свое музло, но это уже был постарше. Потом пошли концерты, не концерты. Я родился в семье милиционера. И пару раз даже попадал в обезьянник. Мне до сих пор, на самом деле, за это стыдно. Прям. Я иногда вспоминаю, как это все происходило, или рассказываю кому-нибудь, вот, например, тебе. И ни разу в жизни у родителей не спрашивал об этом, как они это пережили. Потому что на тот момент мой папа был... Мой папа был майором милиции. И для него это было, ну, наверное, прям это сильно, прям ударом, короче. Стыдно было, скорее всего, наверняка. Когда ты растешь в маленьком городе, и так или иначе ты встречаешься с синькой.
а то хуже и с чем-нибудь посильнее. И вот, слава богу, я встретился с Синькой, и что-то мы вот как бы в детстве употребляли. А потом, когда повзрослел, лет в 18, там у меня щелкануло, и я решил, что, блин, это все глупости, и это мне нахрен не надо, то есть у меня есть другие способы, которыми я могу развлечься, вот. А когда ты и почему переехал в Рязань? Я в Рязань переехал, потому что закончил колледж там местный, переехал сюда, поступил в универ и учился на заочке, повсеместно работал. Ну, я просто хотел уже уехать в город побольше, найти для себя какие-то перспективы, найти себя в первую очередь, потому что не получалось в юности найти себя, нашел только Синьку. Как ты относишься к Рязани? Я думаю, это островок кочевников. То есть здесь нужно пересидеть и идти дальше. Дальше это, например, Москва. Не обязательно. Почему? Сызрань. Ты думаешь, что в Сызрани все по-другому? Ну, название мне нравится. Как дела, что мутишь? Дела, да так. В августе что-то совсем мало проектов. Блин, ты вообще сок. Вернись еще. Слушай, мне сейчас понравилось. Ну-ка, удобнее себя брать. Давай. Боже мой. Специально для GQ Рязань. Да. Если такой рынок когда-нибудь не появится. И на меня. Да, и на меня. Так, а ты в обычной жизни улыбаешься или только на работе? Я только на работе. Я так и думал. Только на работе. Если мне иногда будешь улыбаться, будет круто. Нет, только... Бороду повыше. фейс. Как ты к этому пришел, потому что ты решил фотографировать? Да, на самом деле очень просто, потому что это простейший способ визуализировать мир и показать то, как ты его видишь. Я сделал картинку и моментально ее кому-то показал, уже доработав в процессе. Я в детстве любил рисовать, но так как я очень ленивый, я не развил эту способность, хотя мне всегда все говорили, что рисуй больше, ты будешь дальше идти в гору, но нужно трудиться. Вот, но как-то с рисованием не получилось, и я выбрал фотографию. Когда хобби перерастает в работу? Только после того, когда ты понимаешь, что больше ничего не хочешь делать в этой жизни и не можешь ничего больше делать. У тебя сейчас так? Да. Сорян. Ко мне прилетели утки. А, это у тебя телефон, ё-моё. Там это... Так, возьми. Короче, дело в том, что он без тормозов. Ну, здесь, короче, педали назад крутятся, но ты тормозить ими Ну вот. по-людски не можешь. Это передний дом. Передний, все. А задний зачем тебе? Ты что? Согласен. Не экстремал? Смотрите. Ага. Потеребил на меня. Вот, красавчик. Еще раз на меня прям плотно. Каким видом съемки ты в основном зарабатываешь деньги? Сейчас практически полностью отрезал свадьбы и всякую вот такую ширпотребную движуху. Больше перехожу на сторону людей, которые развивают себя, свой бизнес, свои аккаунты, свой продукт. Мне недавно кто-то сказал, что у этого есть определение. Ну, типа человек, который создает для кого-то контент. Но мне это не особо нравится, поэтому я фотографирую людей, у которых есть бизнес. Сколько времени у тебя в среднем уходит на человека, на съемку? Все очень индивидуально. Это как пошить платье. Дана женщина вот такого размера, вот таких лет. И под нее шьют платье. И платье может шиться от 2 часов до 2 лет. Тормоз еще. Так, держи лучше на готове. Сколько рук ты поменял, ты вот здесь вот. Где? Справа? Красава. В смысле, мимо тебя в какую сторону? Вправо? Смотри, вот здесь проедешь. Ну блин, давай я отодвину. Правый держись, левый опустишь вот так прямо сейчас. А там же тормоз. Же тормоз, Там же тормоз. ты не упадешь. Ты просто А если что держись здесь,
И на меня. Даня. Обожаю тебя просто. Максимально мудреное лицо на меня. Не успел. Смотри, сейчас прям будешь приезжать меня, сделай вот такое лицо прям. Окей? Давай. Здесь. Лучше ловить. Я люблю, когда прям от духа, когда вот прям движуха, и это не дает мне расслабиться. Я знаю, что завтра у меня есть занятие. Когда ничего нет, это очень плохо, это угнетает. Но такое бывает редко. Но это очень заразно. Когда ты ловишь расслабон, ты думаешь о том, что не нужно бежать куда-то. Это плохо. Когда нужно бежать, ты чувствуешь энергию, чувствуешь жизнь, знаешь, что ты кому-то нужен. И это круто. Как у тебя сейчас происходит подготовка к съемкам? С полного сбора информации от клиента. То есть даже если это творческая съемка, это полностью проработка и вытягивание всей информации из человека, которому это нужно. Но если прям вот моя глобальная вот подготовка, я просто беру лист А4 или, салфетку, что есть под рукой, и начинаю рисовать. Прям рисую кадры, вот как они есть. То есть, чтобы, придя на локацию, я знал, что вот сейчас я сниму его в контре с солнцем, с этой стороны у меня будет софт, солнце будет падать вот туда, а свет от софта вот сюда. И я сниму немножечко снизу. Я это прям полностью прорисовываю, чтобы на съемке у меня не возникало вот такого момента, что я такой, вот так сфоткал, а что еще сделал, что еще нужно. То есть у меня всегда есть четкий план, раскадровок 15-20, а дальше уже пляски. Я всегда волнуюсь перед тем, как ехать снимать что угодно. Всегда волнуюсь. Без волнений вообще ни одной съемки не проходит, потому что ты переживаешь опять же себе какие-то там затыки. Вот. Но все прям моментально проходит в тот момент, когда я начинаю общаться. Прям вот так вот. Неважно, кто этот человек. Я снимал актеров Рязанского театра драмы, и для меня до сих пор это один из самых прям таких сильных проектов. Я снимал каждую неделю по 2 раза, и в один съемочный день у меня там было, по 10 человек примерно. То есть прям ко мне заходит актер, настоящий живой актер, и я с ним работаю. И первые там 2-3 раза было прям, некомфортно, потому что, это люди, которым уже много лет, они всю жизнь на сцене, они люди искусства. А ты тут пришел малой с камерой снимать. Но потом оказалось, что они такие же люди, как и я. У них тоже есть свои комплексы. У них есть свои страхи. Опасения того, что они себе не понравятся. И оказалось, что они любят смеяться, шутить, ругаться матом. И все так прям гладко на самом деле пошло. И все это я веду к тому, что вообще всегда волнуюсь. Все мы люди. Волноваться нужно, потому что когда ты слишком в себе уверен, это тоже плохо. Обмен энергией несет в себе любовь и процветание. Наверное, половина этого процесса заключается в общении, да даже больше половины. Давай, еще раз мне. Давай, скажи мне так. Давай. Рукой мне еще. Давай. Еще раз, сексуально. Давай, и рукой пришли. Вот, красавчик. Сексуальный, как ты исполняешь. Это типа, знаешь, когда вопрос задаю, ты начинаешь думать, что ответить. А я не думаю, я прям говорю и все. Слово какое-нибудь было, и хрен бы с ним. Какой сказал, такой сказал. Ты слишком много значения этому придаешь. Все, я перестал тебя Хотеть. Да. Вводить. Все, мы закончим. Расскажи немного про свою любимую женщину. Моя любимая женщина — врач. Она классная. Вообще, типа, к концу августа ее нужно. Тут прям уже все собирать. текло. Ох. Вот как по-варварски, там вот так вот раздирать ее, раздевать ее. Ребристая, да, Валь?
Да нет, я говорю, И длинная. волосистая. И волосистая. Видите, реально какая это ботва. О, ботва, ну-ка Пахнет давай. хорошо. О, давай еще. Она сладкая. Нормально вообще, давайте не будем. Real talk. Попробуешь? Да. Очень, ну прикольная, нормальная. Не прям чтобы прям ультра есть можно. спелая, но есть можно, да. Мне кажется, если бы мы где-нибудь здесь бухали, то вполне бы нормально пошло бы. Да. Я тоже так Вообще думаю. отлично. Нормальная. Слушай, она прям свежачок. Может быть, даже попробовать надо набрать? Надо набрать. Надо набрать. Вот здесь пойдем. Сделай объем. Вот да, чтобы прям вот такая копна свисала. Ага. И вот этой Могу рукой так сделать, могу. положи вот так вот руки. Алло. Миша, знаешь такой фильм с Милой Йовович в главной роли? Пятый элемент, конечно. Не-не-не-не-не. О том, как она приехала в какую-то деревушку в горах расследовать какие-то непонятные делища, которые у них там происходят. Не смотрел? Там, в общем, про НЛО очень страшный фильм. На самом прям лютом месте, когда на записи, ну такой, на рарной, короче, с видеокамеры, показывали, как тарелка спускается над домом. У меня, ну, то есть зависает комп, все стопорится нахрен. А я такой... Я прям напрягся очень сильно. Потом казалось, что просто фильм не докачался. Но мне было стрёмно. У тебя классная футболка. Лицо прям вперед подай. Подала уже, это так странно. Я снял. Все? Да. Поехали. Покажи хоть. Вообще худая, да, нормально. Что для девушки главное в фотографии? Чтобы она была худая. А ты как хочешь, блин. Она очень часто встречается на твоих фотографиях. Очень часто. Да, потому что она встречается часто на моих фотографиях. Просто ей очень нравится то, что я делаю, и она тем самым меня очень поддерживает в этом. Мне дает это сил, и она моя муза. Я люблю ее фотографировать. Она переезжает с тобой, получается, в Москву? А мы думали насчет Питера и Москвы. В Москве просто моей женщине будет выгодней. А, собственно, я ее поддерживаю, я иду за ней, она идет за мной, и мы вместе создали этот очаг. Как ты считаешь, ты потом можешь куда-то еще переехать? Да вполне вообще. Меня ничего не держит, и жизнь — это классная штука, которая дает тебе кучу возможностей. Я хочу знакомиться с новыми людьми. Мною движет путь вперед. Просто я себя больше здесь не нахожу. Вот и все, банально. Просто. Все проблемы у нас в голове. Они не позволяют нам делать то, что мы хотим делать. Это же ножка от штатива, правильно? Угу. Это колхозинг. Да, у меня есть одна особенность. Я очень люблю самопал. Сделать что-то из ничего. И пытаться это использовать. Блин, ну вот просто на телефон кадр делают уже вообще офигенно, очень фактурно. И знаешь, на самом деле на камеру не как-то по структуре не смотрится. Короче, да. Значит, что у нас изменилось с того интервью? Тебе уже 30? Я забыл. Прикинь, год назад разговаривали. Как у тебя с работой после переезда в Москву? Ожидаемо пока трудновато, но постепенно появляется много разных прикольных заказов.
которые я здесь никогда бы и не подумал снимать. Вот ты сейчас переехал, прям вот в жизни, в бытовой, есть какая-то разница сильная? Глобальной нет, но суеты больше, людей больше, соответственно, и работы больше, и всем что-то, оказывается, надо. Вот. Но у меня никакой климатизации не было, я себя абсолютно хорошо чувствую, и это оказалось не так страшно, как мы себе представляли. Мы просто задолго планировали, и все это стрёмно, когда ты сидишь на жопе ровно и думаешь, что вот чтобы пойти туда, это будет, скорее всего, проблематично. Но на самом деле нет, стоит просто типа сделать и все. Какая у тебя была самая сложная съемка? В самом начале пути практически одна девочка из далекого города сказала мне, что она работает там, в определенной компании, да, и им нужно отснять директоров для публикации в различных журналах, в европейских. И там были представители разных стран. И это были не русскоговорящие люди. Я взялся за это, и потом, только уже впоследствии, за 2 часа, пока я к ним пришел, я уже думал о том, что это же жесть, я же сейчас не справлюсь. На тот момент я студийным оборудованием пользовался раз-два, то есть я, чтобы прийти на съемку, на студийную, и понять, как это все работает, я прям гуглил, я читал, как, что нажимать, потому что я прям боялся реально прийти, чтобы администратор мне там что-то включал, я такой думаю, нет, типа, я должен сам в этом разобраться. В общем, я поехал к ним работать, не зная практически ничего про свет. Вот мне было невероятно стрёмно. Просто потому, что типа рядом со мной такие взрослые мужики, да, там они миллиардами ворочают, а я не умею, свет настроить. Но в итоге все получилось классно, они все были довольны. И опять же, я просто приспособился, быстро все типа вот так вот наобум нащелкал. Ну, я имею в виду в подготовке. И по одной схеме всех настрелял, все были довольны. Вот было страшно. Даже не столько страшно, что меня сейчас анально покарают, а просто не хотелось пасть лицом в грязь. Вообще Сексуально. Сексуально? Она такая стоит, Так, они, наверное, смотрят на меня, что они, интересно, думают. А мы думаем только о свете. Нам контровики дадут ее силуэт и, допустим, акцентировать какие-то точки на... То есть не так она вся будет выделена. Давай еще с этой схемы чуть поснимаем. Давай, все окей, я молчу. Я молчу. Со скота. Ты замерзла? Нет, я просто держу себя В руках, я помню. Да. Я был застенчивый в юношестве, ну такой, аутсайдер немножечко. Вот, и впоследствии мне, конечно, это развязало язык. Вот люди меня учат общаться с другими людьми. Ну, то есть у всех разные темпераменты, характеры, каждому нужно подстраиваться, со всеми общаться на любую тему, будь то, там, я не знаю, моторная лодка и самурайский меч, или утиные бега в Праге, да, и со всеми нужно как найти общий язык и что-то там подсказать. В общем, есть ощущение, что есть какой-то промежуток лет, который я мог бы заниматься любимым делом, но не занимался. Но не занимался, потому что я к нему еще не пришел. Здесь можно пофилософствовать, что если бы мы знали все наперед, то у всех было бы все шикарно. Но получилось, как получилось, и все круто. Так, больше на меня развернись, корпус, чтобы я твою ногу видел. Да, вот так, вот, да. И так же повиснем. Вот в эту сторону немножечко. Есть ли у тебя какое-то хобби помимо фотографии? Вот реально, все время поглощает работа, и я даже на самом деле ничего больше делать-то и не хочу. Вот я сейчас отдыхаю, и на отдыхе я опять же снимаю, потому что я встретился с тобой, я встретился с ним, и мы классно провели время. Там не дома с пивом на диване, а попытались воссоздать какую-то идею, что-то новенькое придумать для себя, новый опыт открыть, чакры, как бы заглянуть поглубже куда-нибудь. Ну, если брать в соотношении коммерческих и творческих, которые у тебя за бесплатно проходят, какое это примерно соотношение? 50/50. Когда ты перестаешь делать то, что тебе действительно нравится, это вгоняет тебя в яму. И
вечной погоне за финансовой составляющей. То есть сделать больше, чтобы купить больше, чтобы сделать потом еще больше, чтобы купить еще круче. И ты забываешь о том, с чего ты начинал. Заказчик приходит с ТЗ, который тебе нужно выполнять. Естественно, он приходит, потому что это ты можешь сделать вот так вот. Но твое творчество, как правило, никому не нужно, кроме тебя. И ты делаешь творчество ради себя. И это дает тебе тоже определенный буст. И это новое портфолио, это, опять же, новые клиенты. То есть творчество нужно для последующих ступеней. Ты хотел бы свою выставку? Над выставкой думал много раз, но каждый раз приходил в тупик, потому что пока не появилась в моей голове какая-то тема, общедоступная, так скажем, которую я хотел бы освещать. То есть, чтобы организовать выставку, я считаю, нужна какая-то тема, которая понравится не только мне. Я не настолько эгоист, чтобы делать только то, что прям мне нравится. Я все-таки хочу нести какой-то свет в массы, и пока нет. Короче, мы пишемся, да? Да. Все не так просто, как нам казалось. И кажется, наверное, каждому человеку, который решает попробовать себя в большом городе. Работы много абсолютно разной, много разных коллабораций, много разных людей. Вот. Но в целом мне все очень нравится, я прям доволен. Естественно, всегда хочется чего-то большего. Но все круто, мы адаптировались, мы забываем на самом деле о том, где мы находимся, потому что, крутясь в этой веренице, город становится просто городом, в котором ты живешь. Ну, естественно, привыкаешь ко всему хорошему. В целом все клево. С фото не завязал? Никуда я ничего не завязал. Я наоборот потуже завязал свою уверенность в завтрашнем дне. И есть какие-то планы в фотографии? Может, какие-то интересные заказы пришли, работа какая-то необычная? Сейчас активно работаю с брендом, который производит меха, шубы, пальто. Вот, и мы очень много всего снимаем. Это интересно, клево. В Рязани бы такое получилось? А почему нет? Конечно, да, если бы люди хотели этого. В Москве просто больше хотят. В Москве конкретно знают, чего хотят. И готовы с этим работать. Дальше есть какие-то планы по переездам или пока там обжиться? Да вот не знаем пока. Но мы почувствовали, что мы, насытились. А поскольку нас ничего не держит, мы молодые относительно ребятки, вот, подумали про северную столицу. Но это чисто пока разговоры. Не, все, мне прям хватает, отлично, все. Все да? Не, наоборот, очень хорошо. А вот ты говоришь, что пока не готов сделать выставку, а ты бывал на каких-то выставках фотографов? Я загуглил бесплатные выставки Питер. Мы посетили бесплатную выставку. Там было много разных ответвлений искусства. Там картины, граффити, разные художники выставлялись и фотографы в том числе. И вот там был один фотограф, я не помню, как его зовут. Он на сегодняшний день, он уже взрослый мужчина. Там висели его работы, это фотографии его родственников, фотографии соседей и людей, с которыми он так или иначе где-то там контактировал. Это простые портреты в лоб, снятые на какой-нибудь Гелиос, то есть картинка прям, такая закругленная, все прям в лютом боке, то есть прям максимально открытая дырка. Прям вот портрет чистой воды на полтинник. И они все смотрятся невероятно живо. То есть ты смотришь прямо на человека, и ты улыбаешься. Ты понимаешь, что фотограф, который это делал, он очень добрый, он очень любит людей, он очень любит детей, в хорошем смысле этого слова. Очень много детей у него на снимках, и все они ржут, улыбаются. Очень забавно смотреть на работяг на фотографиях 70-х, 60-х годов, потому что им неловко. Я представляю, как это происходило, типа, давай я тебя сфотографирую. О, как это?
а куда мне, а что делать? Ну, как бы вот через 50 лет в 21 году ничего не изменилось, люди те же самые вопросы задают и спрашивают те же самые вопросы. Но тогда это же было совсем в новинку. И это очень забавно, потому что люди смотрятся искренними. И фотограф через себя это, через фотографию передал. И вот сколько там было, ну, штук 50, может быть, 70 снимков. И мы прям по всем прогляделись с таким удовольствием. Там такие обалденные люди, они простые. Они живут в деревне, косят сено, загоняют овец в загоны. И он просто снимал их бытовуху. Где-то бабушка сидит за столом, где-то работяга с топором там, с кувалдой. И это фотографии, которые пережили уже вот не один десяток лет. Они в себе несут целую эпоху. И когда ты смотришь на эти фотографии старые, они же еще и классные. Ты понимаешь, что это продукт, который как хороший компот. Компот настоялся, и ты прям его наливаешь. Он такой немножечко уже забродивший. Ты его пьешь до тех пор, пока вот вишня не начинает тебе на лицо падать вот так ягодами. Пил так когда-нибудь? Просто так банку запрокидываешь, там остается совсем чуть-чуть. И так же и вот с этими снимками. Ты прям вот разглядываешь их и погружаешься полностью вот в эту атмосферу, вот в простоту, вот в эту... Обалденно. Вот когда дойду до такого, вот тогда, может быть.